Привет! Решила поговорить об истории международных отношений с 1648 по 1814 год. В целом, дальнейшую тему я буду развивать. Сейчас будет рассмотрена первая часть, всего их будет 3. Я, возможно, создам еще отдельный плейлист «История международных отношений». У меня уже есть плейлист «Дополнительное изучение 1», в котором есть ряд видео, которые рассматривают определенные события, планы, договоры в контексте истории международных отношений. Итак, международные отношения с 1648 по 1814 год охватывают основные взаимодействия народов Европы и других континентов с акцентом на дипломатию, войну, миграцию и культурные взаимодействия, начиная с Вестфальского мира 1648 год. Вестфальский мир являлся результатом первого современного дипломатического конгресса собрания. Он положил начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государственного суверенитета, и заканчивая Венским конгрессом. О Венском конгрессе есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. В дальнейшем с 1814 по 1919 год это уже международные отношения великих держав. В XVII веке в Европе было очень мало мира. Крупные войны велись почти каждый год. Войны были необычайно страшными. С 1648 по 1700 год Европа также была связана с великими интеллектуальными, научными, художественными и культурными достижениями. Историк Фредерик Нусбаум говорил, что гениальность, здравый смысл и организаторские способности можно было бы с полным основанием ожидать, что разум, понимание и высокая цель будут применены для контроля над человеческими отношениями в целом и отношениями между государствами и народами в частности. Но факт был почти полностью противоположным. Это был период явной неразумности, безнравственности, легкомыслия, введения международных отношений, отмеченный войнами, предпринятыми с неясными целями, которые велись с предельной жестокостью и сопровождались безрассудным предательством. Худшее произошло во время 30-летней войны, которая оказала крайне негативное влияние на гражданское население Германии и рядом находящиеся с ней районы. Были массовые человеческие жертвы, были разрушены экономика и общество. Ученые, придерживающиеся политического реализма, подчеркнули, что Вестфальский мир – это как разделительная линия. Взгляд реалистов на международные отношения пессимистичен. Государства озабочены в основном самосохранением, потому что из-за отсутствия международной полиции рациональным поведением для них является максимизация мощи, в том числе военной, которая необходима для сохранения независимости. Национализм силен, а государства эгоистичны, так что доверия между ними мало, а альтруизма нет совсем. Международные нормы права или организации не способны существенно повлиять на поведение сильных игроков. Любая попытка переделки мира в соответствии с какой-либо идеологией потому обречена, независимо от абстрактного качества предлагаемых идей. Вестфальский мир положил конец 30-летней войне, когда религия и идеология были мощными движущими силами для ведения войны. С точки зрения политического реализма, Вестфальский мир положил начало новой международной системе суверенных государств, ориентированных не на идеологию или религию, а на повышение статуса и территориальные завоевания. Католическая церковь больше не посвящала свою энергию очень трудной задаче, например, восстановления епархии, а строила крупномасштабные миссии в заморских колониальных владениях. Согласно Скотту Хэмишу, реалистическая модель предполагала, что внешняя политика полностью руководствовалась реальной политикой, возникающей в результате борьбы за ресурсы, и в конечном итоге все это предполагало то, что стало известно как баланс сил. Баланс сил в международных отношениях – это распределение мирового влияния между отдельными центрами силы, полюсами, может принимать различные конфигурации – биполярную, трехполюсную, мультиполярную и так далее. Дипломатия до 1700 года была недостаточно развита, и шансы избежать войн слишком часто упускались. В Англии, например, король Карл II уделял мало внимания дипломатии, что имело катастрофические последствия. Во время англо-голландской войны 1665-1667 годы в Англии не было дипломатов, которые были бы в Дании или Швеции. Когда король Карл понял, что ему нужны союзники, он направил специальные миссии. Было проявлено невежество, которое привело к ряду ошибок.
Франция устанавливала стандарты для новой профессиональной дипломатии. Им вскоре подражали другие державы. Французский язык стал применяться в дипломатии, заменив латынь. Стандарты включали четко определенный объем операций, профессиональное руководство, ориентированное на полный рабочий день, на высших и средних должностях, кодекс этики, модели ожидаемого поведения и шкала оплаты труда, пенсии, на самом высоком уровне аристократический статус и семейные связи играли важную роль. Новая бюрократия тщательно хранила свои документы и архивы. Король Франции Людовик XIV. Про Людовика XIV и его правление можете обратить на видео на канале, я оставлю ссылку. Усердно работал над систематическим развитием самой сложной дипломатической службы с постоянными послами и министрами. Все они готовили постоянные потоки информации, консультации для Парижа. Дипломатия стала карьерой, которая оказалась весьма привлекательной для богатых высокопоставленных аристократов, которые пользовались привилегиями. Все чаще другие страны копировали французскую модель. К началу XVIII века европейские дипломаты создали сложную систему этикета и церемоний. Большинство дипломатов обладали высоким статусом и были знакомы с различными сложными церемониями. В области дипломатии церемониальные методы служили для определения относительной силы и важности различных участвующих стран и способствовали неофициальным дискуссиям между дипломатами. К 1700 году англичане и голландцы, имея небольшие армии, большие военно-морские силы и большие казначейства, использовали хитрую дипломатию для создания союзов, субсидируя по мере необходимости сухопутные державы, нанимая солдат. Баланс сил был очень тонко рассчитан. Важные миротворческие конференции в Утрехте, Вене, Аахене и Париже проходили в веселой, циничной, игровой атмосфере, в которой профессиональные дипломаты наживались на победах. На канале есть небольшое видео про Вторую столетнюю войну, я оставлю ссылку. В 1648 году Франция была ведущей европейской державой, и большинство войн происходило из-за ее агрессивности. Только Россия превосходила ее по численности населения, но никто не мог сравниться с ней по богатству или по наличию очень сильной профессиональной армии. Ее слабые стороны включали неэффективную финансовую систему, было трудно оплачивать все военные авантюры, и плюс была тенденция большинства других держав создавать альянсы и коалиции против нее. Во время очень долгого правления короля Людовика XIV Франция вела 3 крупные войны – Голландскую войну, войну Аугсбургской лиги и войну за испанское наследство. Были также 2 немасштабных конфликта – Деволюционная война и Франко-испанская война. Войны были по своей сути очень дорогими, но они определяли внешнюю политику Людовика XIV. Людовик чувствовал, что война была идеальным способом увеличить его славу. В мирное время он сосредотачивался на подготовке к войне, он учил своих дипломатов, что их работа заключается в создании тактических и стратегических преимуществ для французских военных. К 1695 году Франция сохранила большую часть своего господства, но потеряла контроль над морями из-за ее объединения Англии и Голландии. Себастьян Лепретр, маркиз де Вабан, ведущий военный стратег Франции, предупредил короля в 1689 году, что враждебный союз слишком силен на море. Вабан был настроен пессимистично в отношении так называемых друзей и союзников Франции. Европейская политическая сцена изменилась в конце XVII века. Война все еще оказывала более сильное влияние, чем демография, экономика или дипломатия, поэтому основные изменения происходили в результате серии крупных войн. Сначала преобладала Франция с хорошо развитой экономикой и хорошим военно-морским флотом. В дальнейшем Франция постепенно утрачивала части своего превосходства. К 1700 году существовало 5 крупных государств – Великобритания, Франция, Испания, Россия и Габсбургская монархия. Пруссия развивалась в первую очередь благодаря своему агрессивному руководству и достижениям в военном искусстве. Испания, Нидерланды, Польша, Венеция, Швеция и Османская империя приходили в упадок после потерь в серии войн. Пиренейский договор 1659 года ознаменовал подчинение Испании и Франции. Пиренейский мир стал последним дипломатическим триумфом кардинала Мазарини. Он завершил франко-испанскую войну, тянувшуюся с 1635 года, первоначально как часть 30-летней войны 1618-48 годов. Кульминацией войны стала проигранная испанцами битва при Дюнкерке 1658 год, подорвавшая репутацию великого Канде, воевавшего на стороне испанцев после неудачной для себя фронты, как величайшего полководца своего времени. Каждая из крупнейших держав разрабатывала сложные дипломатические, военные и финансовые системы на национальном уровне. Англия, хотя и была
была охвачена интенсивной гражданской войной 1642-1646 годы, сумела набраться сил на международном уровне. Как островное государство, защищенное от вторжения Королевским флотом, оно сохраняло свою армию небольшой, инвестировало в субсидии для поддержки армий небольших стран, для поддержания своих союзов. Политика состояла в том, чтобы использовать дипломатию и вступать в войны на более слабой стороне, чтобы сохранять баланс сил и предотвратить опасность сохранения Франции своего превосходства. В XVIII веке наблюдалось резкое расширение сферы деятельности, связанной со шпионажем. Все министерства иностранных дел увеличивались в размерах и усложнялись. Франция при короле Людовике XIV была богатой и могущественной страной. У него было много врагов, и он пытался отслеживать их всех с помощью хорошо организованной системы разведки. Франция и Англия были пионерами так называемого «черного кабинета», при помощи которого иностранная корреспонденция вскрывалась и расшифровывалась. Главные министры Франции, особенно кардинал Мазарини, не изобретали новых методов. Они объединяли лучшие практики других государств и поддерживали это на самом высоком политическом и финансовом уровнях. Думаю, обязательно сделаю видео про золотой век Нидерландов в Голландии. В 1648 году закончилась 80-летняя война между Испанией и Нидерландами, в результате которой Голландская республика обрела независимость, в то время как Испания сохранила контроль над испанскими Нидерландами. Голландцы были величайшей военно-морской державой в мире и доминировали в морской торговле с Азией, Северной и Южной Америкой, а также на торговых путях от Балтийского моря до Португалии. В эпоху меркантилизм – система доктрин, обосновывавшая необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме протекционизма, установления высоких импортных пошлин, выдачи субсидий национальным производителям и так далее. Это привело к конфликту с растущими колониальными державами, такими как Англия и Франция. В 1652-74 годах велись 3 англо-голландские войны, почти все сражения были морскими. Первые 2 войны не разрешили основной спор, и в 1672 году Людовик XIV вторгся в Нидерланды в ходе так называемой Голландской войны. Людовик призвал англичан к поддержке в соответствии с Дуврским договором. Дуврский договор – секретная договоренность, достигнутая в Дувре в июне 1670 года между представителями английского короля Карла II и французского короля Людовика XIV. Договор завершил 7 лет негласных переговоров об англо-французском альянсе, который вела Генриетта Анна, сестра английского короля и невестка французского. И почти захватил голландцев, но в дальнейшем был замедлен в своих действиях из-за затопления голландской водной линии и из-за вступления Испании, Бранденбурга, Пруссии и австрийских Габсбургов на голландской стороне. Англия заключила мир с голландцами в 1674 году после нескольких катастрофических поражений и в конечном итоге присоединилась к союзу против Франции. Война зашла в тупик и завершилась Нимгенскими мирными договорами. После славной революции, когда лидер Голландской республики Вильгельм Оранский стал королем Англии, он продолжал возглавлять европейскую оппозицию экспансионизму Людовика XIV. Центр политической, финансовой и торговой власти постепенно переместился из Амстердама в Лондон. Великая Турецкая война или война Священной Лиги была серией конфликтов между Османской империей и Союзом христианских европейских государств Священной Лигой. Союз был организован папой Иннокентием XI и включал Папскую область, Священную Римскую империю, Речь Посполитую, Венецианскую республику. Россия присоединилась к Лиге в 1686 году. Интенсивные боевые действия начались в 1683 году, когда великий визирь Османской империи Мези фон Лу Кара Мустафа Паша привел армию из 200 тысяч солдат для осады Вены. Проблема заключалась в контроле над Центральной и Восточной Европой. К сентябрю захватчики были разбиты при полном отступлении вниз по Дунаю. Все закончилось подписанием Карловицкого мира в 1699 году. Война стала поражением для Османской империи, которая впервые потеряла большие территории. Война ознаменовала собой первый случай, когда Россия была вовлечена в западноевропейский альянс. Основная причина, по которой английская элита призвала Вильгельма вторгнуться в Англию в 1688 году, заключалась в том, чтобы свергнуть короля Якова II и прекратить его усилия по восстановлению католицизма и терпимости к пуританству. Однако основной причиной, по которой Вильгельм принял вызов, было стремление заполучить могущественного союзника в своей войне, чтобы сдержать угрожающую экспансию короля Франции Людовика XIV.
Цель Вильгельма состояла в том, чтобы создать коалиции против могущественной французской монархии, защитить автономию Нидерландов, где Вильгельм продолжал оставаться у власти, и уберечь испанские Нидерланды, нынешнюю Бельгию, от Франции. Английская элита была настроена крайне антифранцузски и в целом поддерживала широкие цели Вильгельма. На протяжении всей своей карьеры в Нидерландах и Великобритании Вильгельм был врагом Людовика XIV. Французский король, в свою очередь, осуждал Вильгельма как узурпатора, который незаконно отнял трон у законного короля Якова II и должен был быть свергнут. В мае 1689 года Вильгельм объявил войну Франции. Англия и Франция почти непрерывно воевали до 1713 года. Объединенный английский флот и голландский флот могли одолеть Францию в масштабной морской войне, но Франция имела превосходство на суше. Вильгельм хотел нейтрализовать это преимущество, объединившись с Леопольдом I, императором Священной Римской империи. Леопольд, однако, был связан войной с Османской империей. Вильгельм проявлял изобретательность в общеевропейской стратегии, но Людовику всегда удавалось придумать контратаку. Вильгельма обычно поддерживало английское руководство, которое считало Францию своим злейшим врагом, но в конце концов расходы и усталость от войны заставили задуматься. Сначала парламент выделил ему средства на его дорогостоящие войны и на субсидии более мелким союзникам. Частные инвесторы создали Банк Англии в 1694 году. Он обеспечил надежную систему, которая значительно облегчила финансирование войн, поощряла банкиров давать деньги в долг. Девятилетняя война, война Аугсбургской лиги, была крупным конфликтом между Францией и Аугсбургской лигой. Иногда она считается первой по-настоящему глобальной войной. Она также охватывала театр военных действий в Ирландии, Шотландии, где Вильгельм III и Яков II боролись за контроль над Великобританией и Ирландией, и кампанию в колониальной Северной Америке, которую американцы сегодня называют войной короля Вильгельма. Людовик XIV вышел из Голландской войны в 1678 году как самый могущественный монарх в Европе, абсолютный правитель, одержавший множество военных побед. Используя комбинацию агрессии, аннексии и квазилегальных средств, Людовик XIV приступал к расширению своих завоеваний, чтобы стабилизировать и укрепить границы Франции. Кульминацией стала короткая франко-испанская война. Заключенное в результате Ратисбонское перемирие гарантировало новые границы Франции на 20 лет, но последующие действия Людовика XIV, в частности отмена им Нанского эдикта в 1685 году, привели к ухудшению его военного и политического господства. Решение Людовика XIV пересечь Рейн в сентябре 1688 года было призвано расширить его влияние и оказать давление на Священную Римскую империю, чтобы она приняла его территориальные династические притязания. Но когда Леопольд I, немецкий принц, решили сопротивляться, и когда Генеральные Штаты Нидерландов и Вильгельм III направили голландцев и англичан против Франции, французский король наконец столкнулся с мощной коалицией, направленной на ограничение его амбиций. Историк Джонс утверждает, что королю Вильгельму было дано верховное командование на протяжении всей Девятилетней войны. Его опыт и знания европейских дел сделали его незаменимым руководителем дипломатической и военной стратегии, и он получал дополнительные полномочия благодаря своему повышенному статусу короля Англии. Даже император Леопольд признавал его лидерство. Английские подданные Вильгельма играли второстепенную роль в дипломатических и военных делах. Парламент и нация должны были предоставлять деньги, людей и корабли, и Вильгельм всегда считал целесообразным объяснять свои намерения. Основная стратегия Вильгельма состояла в том, чтобы сформировать военный союз Англии, Нидерландов, Священной Римской империи, Испании и некоторых небольших государств для нападения на Францию с моря и суши в разных направлениях, защищая при этом Нидерланды. Людовик XIV попытался подорвать эту стратегию, отказавшись признавать Вильгельма королем Англии и оказав дипломатическую, военную и финансовую поддержку ряду претендентов на английский престол. Вильгельм сосредоточил большую часть своего внимания на внешней политике и иностранных войнах, проводя много времени в Нидерландах, где он продолжал занимать доминирующий политический пост. Его ближайшими советниками по внешней политике были голландцы, в первую очередь Уильям Бентинг. Они мало делились информацией со своими английскими коллегами. В результате Нидерланды остались независимыми, а Франция так и не взяла под свой контроль испанские Нидерланды. Войны были очень дорогими для обеих сторон, но без результатов. Боевые действия в целом благоприятствовали армиям Людовика XIV, но к 1696 году
Его страна находилась во власти экономического кризиса. Морские державы, Англия и Голландская республика, также были истощены в финансовом отношении. И когда Савойя вышла из альянса, все стороны стремились к урегулированию путем переговоров. По условиям Рисвикского мира Людовик XIV сохранил за собой весь Эльзас, но был вынужден вернуть Лотарингию ее правителю и отказаться от любых завоеваний на правом берегу Рейна. Людовик XIV также признал Вильгельма III законным королем Англии, в то время как голландцы приобрели свою систему крепостей и барьеров в испанских Нидерландах, чтобы помочь обезопасить свои собственные границы. Однако, когда больной бездетный испанский король Карл II умер, новый конфликт за испанское наследство вскоре втянул Людовика XIV и Великий Альянс в последнюю войну за испанское наследство. Швеция в 1560-1660-х годах участвовала в крупномасштабной территориальной экспансии в Балтийском регионе за счет Дании и Польши. В 1700 году Дания, Польша и Россия, страны, которые потеряли большую часть территории в пользу Швеции, совместно объявили войну. Дания вскоре была вынуждена заключить мир. Король Карл XII повел свою шведскую армию в прибалтийские провинции, где русская и польская армия осадили несколько городов. Про Карла XII можете обратить на видео на моем канале, я оставлю ссылку. Он разгромил русскую армию в битве при Нарве, затем Карл отправился в Польшу с намерением свергнуть польского короля Августа II Сильного. На это ушло несколько лет, но в 1706 году по договору Альтранштедтский мирный договор 1706 года, мирный договор, заключенный в 1706 году шведским королем Карлом XII и саксонским курфюрстом Августом II, бывшим одновременно польским королем в ходе Северной войны, договору предшествовало завоевание Карлом XII значительной части Польши. Он достиг своей цели. Тем временем России удалось овладеть несколькими городами на побережье Балтийского моря. Вместо того, чтобы попытаться отбить их, Карл решил двинуться прямо на Москву, но из-за чрезвычайно холодной погоды, сбоя в его линиях снабжения и российской стратегии выжженной земли, он был вынужден повернуть в сторону Украины. Он потерял большую часть своих солдат и припасов, но Карл, полагаясь на якобы превосходящие навыки, столкнулся с русскими в 1709 году. Россия при Петре I модернизировала свои вооруженные силы и одержала решающую победу в Полтавской битве. Про Петра I можете посмотреть видео на канале, я оставлю ссылку. Карлу удалось бежать на юг в Османскую империю, которая дала ему убежище на 6 лет. В дальнейшем Польша и Дания вновь вступили в войну наряду с другими странами, желавшими получить часть шведских провинций. В последующие годы Россия оккупирует восточную половину Швеции, нынешнюю Финляндию. Швеция потеряет контроль над Восточной Балтикой и так не восстановит свое былое величие. Россия получит Финляндию и доступ к Балтийскому морю, получив признание в качестве европейской державы. Все основные решения в Российской империи принимались царем. Вообще все определялось самодержавием. Поэтому во время длительных режимов могущественных лидеров, таких как Петр I и Екатерина II, существовали единообразие политики и сила. Однако и существовало множество слабых царей, а также многочисленные заговоры и убийства. При слабых царях или быстрой смене власти царила непредсказуемость и даже хаос. Географическая экспансия путем войны и заключения договоров была центральной стратегией российской внешней политики. Целями были территория, порты с теплой водой и защита православного христианства. Главным оружием была очень большая и все более хорошо обученная императорская российская армия, хотя крупная отечественная экономика была бедной и испытывала трудности с обеспечением адекватной поддержки, учитывая плохую транспортную систему. На северо-западе Россия вела вековую борьбу со Швецией за контроль над Балтийским морем. Петр Великий систематически перестраивал российскую административную и военную систему по западному образцу, создавая при этом большую армию. Российский флот оставался небольшим, империя преуспела к 1720 годам, получив не только доступ к морю, но и владение Финляндией, Прибалтикой, Латвией, Литвой и Эстонией. На западе была серия войн с Польшей и Литвой, за которыми последовали переговоры о заключении соглашений с Пруссией и Австрией, которые дали России контроль над большей частью Украины и большим куском
Польши. Наполеон в какой-то момент был готов разделить Восточную Европу с Россией. Рекомендую обратить внимание на видео на канале про Наполеона, я оставлю ссылку. По ряду имеющихся причин в 1812 году он безуспешно бросил прямой вызов русским своим вторжением в Россию в 1812 году. Вторжение было отбито с огромными потерями, и Россия в дальнейшем сыграла определенную роль в разгроме Наполеона и вообще играла сильную консервативную роль в делах Европы с 1814 по 1840-е годы. Испания обладала рядом крупных активов. Она контролировала важные территории в Европе, особенно испанские Нидерланды и провинцию Франш-Конте на восточной границе Франции, а также значительную часть Южной Италии и Сицилии. За океаном у нее была крупная империя, которая доминировала на большей части Нового Света, включая Южную Америку, Мексику, Центральную Америку и некоторые важнейшие острова Вест-Индии. Другие владения включали Филиппины. Заморские территории были важным источником миграции испанского населения. Самое главное, что испанские колонии доставляли огромное количество серебра в Испанию. Но у Испании было много слабостей. Ее родная экономика была бедной, там было мало бизнеса, промышленности или развитого мастерства. У Испании была большая армия, но она была плохо обучена и плохо оснащена. У нее был, на удивление, маленький флот, поскольку морское дело было низким приоритетом среди испанской элиты. Флот так и не оправился, по сути, от катастрофы, когда состоялся поход непобедимой армады в 1588 году. Местные и региональные органы власти контролировали большую часть процесса принятия решений. Центральное правительство было довольно слабым, с посредственной бюрократией и немногочисленными способными лидерами. Король Карл II правил с 1665 по 1700 год, но у него было очень плохое физическое и психическое здоровье. У короля Карла II не было детей. Из-за этого в дальнейшем развязалась война. Карл II представлял семью Габсбургов, и этой семьи, базирующейся в Вене, был свой кандидат. Однако у Бурбонов, базирующихся в Париже, также был кандидат, внук могущественного короля Людовика XIV. Карл II принял катастрофическое решение в своем завещании. Он завещал свой трон кандидату от Бурбонов, французу, который стал Филиппом V. Франция, конечно, сплотилась перед выбором, однако коалиция врагов быстро сформировалась, и в 1701-14 годах разразилась Европейская война. Идея о том, что Франция наберет огромную силу, захватив Испанию и все ее европейские и заморские владения, была предана изгнанию. Перспектива раздела испанских владений оказывалась очень привлекательной. Враги Франции образовали Великий Союз, возглавляемый Леопольдом I и Священной Римской империей. Франция взяла под контроль испанские войска. Обширные боевые действия происходили главным образом в Нидерландах. Когда император Леопольд умер, ему наследовал его старший сын Иосиф. Однако, когда Иосиф умер в 1711 году, его брат Карл стал императором. Поэтому империя могла стать слишком могущественной. Союзники покидали альянс, и мир был близок. Утрехтский мирный договор положил конец войне за испанское наследство. Филипп V стал королем Испании и сохранил все свои заморские колонии, но отказался от любых прав на французский трон. Испания потеряла свои европейские владения за пределами самой родины. Англия получила Ньюфаундленд, Новую Шотландию и Гибралтар, а также права, связанные с торговлей в испанских колониях. В Испании было новое правительство Бурбонов, которое оказалось гораздо более эффективным и энергичным, чем предыдущее правительство. Четверть века после Утрехтского мирного договора прошли мирно, без крупных войн и лишь с несколькими второстепенными военными эпизодами второстепенной важности. Например, война из-за уха Дженкинса была морской войной между Великобританией и Испанией. Она началась в 1739 году и велась в бассейне Карибского моря. После небольшой победы британцев в 1741 году испанцы отразили крупное британское вторжение, и боевые действия прекратились без какой-либо выгоды для обеих сторон. Главные державы истощили себя в войне. Последствия: много смертей, инвалиды-ветераны, разрушенный флот, высокие расходы на пенсии, тяжелые кредиты и высокие налоги.
Утрехт укрепил чувство полезности международного права и открыл эпоху относительной стабильности в европейской государственной системе, основанной на политике баланса сил, при которой ни одна страна не станет доминирующей. И все же так называемое равновесие требовало вооруженного принуждения. Великобритания играла ключевую военную роль в качестве того, чтобы уравновешивать. Цель состояла в том, чтобы укрепить систему баланса сил в Европе для поддержания мира, необходимого для процветания британской торговли и роста ее колоний, и, наконец, укрепить свое центральное положение в системе баланса сил, в которой ни одна нация не могла бы доминировать над остальными. В конце концов, уравновешивающий акт потребовал, чтобы Британия сдерживала французские амбиции. Сдерживание привело к серии все более масштабных войн между Великобританией и Францией, которые закончились неоднозначными результатами. Британия обычно была в союзе с Нидерландами и Пруссией и субсидировала их армии. Эти войны охватили всю Европу и заморские колонии. Эти войны происходили каждое десятилетие, начиная с 1740-х годов, и достигли кульминации в разгроме наполеоновской Франции в 1814 году. Преемник Людовика XIV, Людовик XV, в значительной степени не интересовался сложной дипломатией. Людовик XIV с его рвением к войне исчез, и его сменил, по сути, маленький болезненный ребенок. Главным лицом, принимавшим решения по внешней политике Франции, был кардинал Андре Эркюль де Флери. Он признал, что Франция нуждалась в восстановлении, поэтому он проводил мирную политику. Во Франции была плохо продуманная система налогообложения, при которой фермеры-налогоплательщики хранили большую часть денег, а казначейство всегда испытывало нехватку. Банковская система в Париже была не развита. Одним из немногих военных эпизодов в Западной Европе была война Четверного Союза. Война представляла собой продолжение войны за испанское наследство, во время которого реваншистские настроения испанского короля Филиппа Бурбона натолкнулись на сопротивление Четверного Союза Франции, Великобритании, Соединенных Провинций и Священной Римской империи, которых после колебаний поддержала Савойская династия. Итог поражения Испании был подписан Гаагский мирный договор. Рекомендую обратить внимание на видео на канале про Фридриха II, я оставлю ссылку. Война за австрийское наследство – длительный военный конфликт, вызванный попыткой ряда европейских держав оспорить завещание австрийского императора Карла VI и расчленить значительные владения дома Габсбурга в Европе. Война завершилась в 1748 году Вторым Ахенским миром. Австрия была вынуждена признать контроль Пруссии над Силезией и уступить контроль над несколькими итальянскими герцогствами. Главными результатами войны стали признание растущей роли Пруссии как международного игрока и в дальнейшем дипломатическая революция. О ней есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, в результате которой Австрия вступила в союз с Францией, положил конец давнему соперничеству между Бурбонами и Габсбургами, подтолкнул Англию к союзу с Пруссией. Крупнейшие державы были в первую очередь заинтересованы в территориальных завоеваниях и защите своих династий. У Британии был другой основной интерес. Ее национальная политика заключалась в создании всемирной торговой сети для своих производителей, финансистов и так далее. Для этого требовалась гегемония Королевского флота. Лондонское правительство укрепило частный сектор, объединив многочисленные лондонские компании, финансируемые из частных источников для создания торговых точек и открытия предприятий по всему миру. Была предоставлена монополия английской торговли в определенном географическом регионе. Первым предприятием еще была Московская компания. Московская компания – английская торговая компания. Предприятие обладало монополией на торговлю с Россией. Другие известные предприятия включали Остинскую компанию и компанию Гудзонова залива в Канаде. Компания для торговли золотом, слоновой костью и рабами в Африке была создана в 1662 году. Больше сосредотачивалась на работорговле. Участие Великобритании в каждой из 4 крупных войн с 1740 по 1783 год щедро окупилась с точки зрения торговли. Даже потеря 13 американских колоний была компенсирована очень благоприятными торговыми отношениями с новыми Соединенными Штатами Америки. Британцы заняли доминирующее положение в торговле с Индией и в значительной степени доминировали в работорговле, торговли сахаром и коммерческой торговли. Следующим будет Китай. Другие державы создали аналогичные монополии в гораздо меньших масштабах, но только Нидерланды уделяли такое же внимание торговле, как и Англия. Финансовая система Лондона оказалась поразительно компетентной в финансировании не только английских вооруженных сил, но и союзников.
Казначейство привлекло 46 миллионов фунтов стерлингов в виде займов для оплаты войн с Францией, и к 1714 году государственный долг составлял 40 миллионов фунтов стерлингов, а для погашения долга действовал специальный фонд. Когда королева Анна умерла, ее преемник король Георг I был ганноверцем, который перевез свой двор в Лондон, но так и не выучил английский и окружил себя немецкими советниками. Ему тоже угрожала нестабильность, связанная с престолом, однако сэр Роберт Уолпол был доминирующим лицом, принимавшим решения в 1722-40-х годах. Уолпол решительно отверг милитаристские варианты и продвигал мирную программу. Он подписал союз с Францией. Людовик XV наиболее известен тем, что проиграл в Семилетней войне. В 1763 году Людовик уступил Новую Францию в Северной Америке, Испании и Великобритании после поражения. В целом, большинство ученых утверждают, что решения Людовика XV нанесли ущерб могуществу Франции, ослабили казну, дискредитировали абсолютную монархию, сделали ее более уязвимой для недоверия и разрушения. На канале есть видео про американскую революцию, я оставлю ссылку. После победы над Францией и в Семилетней войне британское правительство, в то время находившееся под личным контролем короля Георга III, решило обуздать быстро растущие американские колонии с населением. Новая политика 1765 года по введению новых налогов была весьма противоречивой в самой Великобритании и крайне непопулярной в 13 колониях. Американцы утверждали, что это нарушает их права, предпринимались попытки найти различные решения, но Лондон продолжал настаивать на введении налогов. В дальнейшем произошло бостонское чаепитие. Это акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которых в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Остинской компании. Это событие американской истории стало толчком к началу американской революции. Лондон ответил суровым наказанием. Колонии сплотились и создали континентальный конгресс для координации своих дальнейших действий. Крупномасштабные бойкоты оказались весьма пагубными для британских торговцев, которые в одночасье потеряли свой американский рынок. Лондон направил в Бостон дополнительные войска, в то время как колонисты организовали и обучили свое ополчение. Боевые действия вспыхнули в 1775 году, и американские патриоты захватили контроль над всеми 13 колониями, изгнав почти всех королевских чиновников. Король отказался идти на компромисс. Американская армия, организованная Конгрессом и находящаяся под контролем генерала Джорджа Вашингтона, вытеснила британцев из Бостона. Заручившись единогласной поддержкой законодательных органов всех 13 штатов, Конгресс 2 июля проголосовал за независимость. Декларация независимости, разработанная в основном Томасом Джефферсоном, была единогласно принята Конгрессом 4 июля. Историк Джордж Биллиас говорил, независимость означала новый статус. Соединенные Штаты стали суверенной нацией, имеющей право на привилегии и обязанности, связанные с этим статусом. Таким образом, Америка стала членом международного сообщества, что означало стать создателем договоров и союзов, военным союзником в дипломатии, партнером во внешней торговле на равноправной основе. Бенджамин Франклин, главный американский дипломат в Париже, оказался весьма популярным среди элиты французского общественного мнения, включая интеллектуалов и королевский двор. Франция хотела отомстить после своего поражения в 1760-х годах и снова активно финансировала американское восстание. Французы официально объявили войну Великобритании, признали независимость новых Соединенных Штатов и официально присоединились к голландцам, которые признали Соединенные Штаты, и испанцам, которые этого не сделали. Вся Европа была нейтральной. Британия не имела серьезных союзников, но ей удалось нанять десятки тысяч наемников из небольших немецких княжеств. Британцы добились некоторого успеха, однако в дальнейшем объединенная франко-американская армия обладала большим успехом. Соединенные Штаты были фактически независимой. Британская политика состояла в том, чтобы предложить очень хорошие условия, чтобы гарантировать сильно англо-американскую внешнюю торговлю, как только закончится война. Потеря Первой Британской империи была восполнена в следующие полвека созданием Второй Британской империи, базирующейся в Индии и Азии. Долгосрочные результаты были крайне негативными для Франции. Она действительно добилась реванша, но ее очень большие расходы во время Семилетней войны и Американской революции фактически обанкротили французскую казну, подготовив почву для французской революции в 1789 году. Про французскую революцию можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку.
С 1793 по 1815 год Франция почти непрерывно с двумя короткими перерывами вела войны с Великобританией, меняющейся коалицией других крупных держав. Многочисленные успехи Франции привели к распространению французских революционных идеалов в соседних странах, да и на большей части Европы. Однако окончательное поражение Наполеона вызвало реакцию, которая обратила вспять некоторые, но не все революционные достижения во Франции и Европе. Бурбоны были восстановлены на троне, а брат казненного короля Людовика XVI стал королем Людовиком XVIII. В целом, политика того периода неизбежно вела Францию к войне с Австрией и ее союзниками. Король, многие фильяны и жерандисты специально хотели развязать войну. Они ожидали, что война увеличит личную популярность короля. Король также предвидел возможность использовать любое поражение, любой результат. Жерандисты хотели экспортировать революцию по всей Европе и, как следствие, защитить революцию внутри Франции. Силы, противостоявшие войне, были намного слабее. Антуан Барнав и его сторонники из числа фильянов опасались войны, в которой, по их мнению, у Франции было мало шансов победить, и которая, как они опасались, может привести к большей радикализации революции. На другом конце политического спектра Робеспьер выступал против войны по двум причинам, опасаясь, что она укрепит монархию и что это вызовет гнев простых людей в Австрии и других странах. Австрийский император Леопольд II, брат Марии Антуанетты, возможно, хотел избежать войны, но он умер 1 марта 1792 года. Франция превентивно объявила войну Австрии. Пруссия присоединилась к австрийской стороне. Несколько недель спустя вторгшаяся прусская армия столкнулась с небольшим сопротивлением, пока не была остановлена в сражении при Вальми и была вынуждена отступить. В дальнейшем республика развила успех серии побед в Бельгии и Рейнской области осенью 1792 года. Французские армии разгромили австрийцев в сражении при Жемап и вскоре захватили большую часть австрийских Нидерландов. Это привело их к конфликту с Великобританией и Голландской республикой. После казни короля в январе 1793 года эти державы, наряду с Испанией и большинством других европейских государств, присоединились к войне против Франции. Почти сразу же французские войска потерпели поражение на многих фронтах и были изгнаны со своих недавно завоеванных территорий весной 1793 года. В то же время республиканский режим был вынужден бороться с восстаниями против своей власти на большей части Западной и Южной Франции. Но союзникам не удалось воспользоваться разобщенностью Франции, и к осени 1793 года республиканский режим подавил большинство внутренних восстаний и остановил продвижение союзников в саму Францию. Ситуация была нарушена летом 1794 года драматическими победами французов. Они разгромили армию союзников в одной из решающих битв за Нидерланды, произошедшей 26 июня 1794 года в ходе войны Первой коалиции, ставшей частью французских революционных войн. Это привело к полному выводу союзников из австрийских Нидерландов. За этим последовала кампания, в ходе которой союзники направились на восточный берег Рейна и оставили французов к началу 1795 года. Голландии дом Аранских был изгнан и заменен Батавской республикой, французским государством-сателлитом. Можете обратить внимание на видео про Батавскую революцию, я оставлю ссылку. В дальнейшем произошел крах коалиции против Франции. Пруссия фактически покинула коалицию осенью 1794 года, заключила Базельский мир с революционной Францией в апреле 1795 года. Вскоре после этого Испания также заключила мир с Францией. Из крупных держав только Великобритания и Австрия остались в состоянии войны с Францией. Хотя французская революция оказала огромное влияние на Европу, французские колонии тоже ощутили особое влияние. Как выразился писатель Эме Фернан Давид Сезер, в каждой французской колонии была определенная революция, произошедшая по случаю французской революции в соответствии с ней. Гаитянская революция Сен-Доминго стала центральным примером восстания рабов во французских колониях. Гаитянская революция – единственное в истории успешное восстание рабов, произошедшее во французской колонии Сан-Доминго в 1791-1803 годах, в результате которого колония, сменившая название на Гаити, получила независимость. Великобритания и Испания пытались отнять у Франции ее колонию, но их войска потерпели поражение. Прибывшим на остров войскам Наполеона также не удалось подавить восстание. Гаити стало первым независимым государством в Латинской Америке. Наполеон Бонапарт был одним из самых выдающихся военных и государственных деятелей в мире, приведшим Францию к великим победам над многочисленными европейскими врагами. Несмотря на скромное происхождение, он сделал себя императором и перестроил большую часть европейской дипломатии, политики и права, пока в 1814 году не был вынужден отречься от престола. Его возвращение в 1815 году потерпело неудачу в битве при Ватерлоу, и он умер в изгнании на отдаленном острове. Наполеона многие французы помнят как великого героя, а британцы и другие враги
как великого злодея. Наполеон, несмотря на свою молодость, был самым успешным генералом Франции в революционных войнах, завоевал значительную часть Италии, вынудив австрийцев просить мира. В 1799 году, 18 Брюмера, 9 ноября, он сверг слабое правительство, заменив его консульством, которым он доминировал. Он приобрел популярность во Франции, восстановил церковь, сохранил низкие налоги, централизовал власть в Париже и завоевал славу на поле боя. В 1804 году он короновал себя императором. В 1805 году Наполеон планировал вторгнуться в Британию, но возобновившийся союз Великобритании с Россией и Австрией, третья коалиция. Французский флот был уничтожен англичанами в Трафальгарском сражении, положил конец любому плану вторжения в Британию. 2 декабря 1805 года Наполеон разгромил численно превосходящую австро-русскую армию при Аустерлице, вынудив Австрию выйти из коалиции не только по Пресбургскому миру 1805 года. В 1806 году была создана четвертая коалиция. 14 октября Наполеон разбил прусаков в битве при Яне-Аурштетте, прошел маршем через Германию, разбил русских 14 июня 1807 года во Фридландском сражении. Тильзитские договоры разделили Европу между Францией и Россией, и было образовано Великое герцогство Варшавское. Про Тильзитский мир, Тильзитские договоры можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку. 12 июня 1812 года Наполеон вторгся в Россию. После побед в Смоленском сражении и Бородинском сражении Наполеон занял Москву, но обнаружил, что она была сожжена отступающей русской армией. Можете обратить внимание на видео на канале про московский пожар, я оставлю ссылку. Он был вынужден отступить. На обратном пути его войско подверглось преследованиям, пострадал от болезней и голода. К 1813 году ситуация кардинально начала меняться негативно для Наполеона. Потерпев поражение в битве при Лейпциге в октябре 1813 года, он был вынужден отречься от престола. Наполеон был сослан на остров Эльба, он вернулся во Францию 1 марта 1815 года, период 100 дней, собрал армию, но был окончательно разбит британскими и прусскими войсками в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года, и бурбоны вернулись к власти. За пределами Франции революция оказала большое влияние, ее идеи получили широкое распространение. Робертс утверждает, что Наполеон был ответственен за ключевые идеи современного мира: равенство перед законом, права собственности, религиозная терпимость, современное светское образование, надежные финансы и так далее были защищены, консолидированы, кодифицированы и географически расширены Наполеоном за 16 лет его правления. Кроме того, французские армии в 1790-х и 1800-х годах непосредственно свергли феодальные остатки на большей части Западной Европы. Они либерализовали законы о собственности, отменили синереальные сборы, упразднили гильдию торговцев и ремесленников для содействия предпринимательству, легализовали разводы, закрыли еврейские гетто и сделали евреев равными всем остальным. Власть церковных судов и религиозных властей была резко сокращена, и для всех мужчин было провозглашено равенство перед законом. Во внешних делах французская армия вплоть до 1812 года была вполне успешной. Робертс утверждает, что Наполеон провел 60 сражений, проиграв только 7. Франция завоевала Бельгию, превратила ее в еще одну провинцию Франции. Она завоевала Нидерланды и превратила их в марионеточное государство. Она взяла под контроль немецкие районы на левом берегу реки Рейн и установила марионеточный режим. Она завоевала Швейцарию и большую часть Италии, создав ряд марионеточных государств. Результатом стала слава Франции, влияние и вливание столь необходимых денег из завоеванных земель, которые также оказывали прямую поддержку французской армии. Однако враги Франции, возглавляемые Великобританией и финансируемые неисчерпаемой британской казной, сформировали вторую коалицию. В 1799 году к Великобритании присоединились Россия, Османская империя и Австрия. Она держала серию побед, которые отбросили французские успехи и заманили французскую армию в ловушку в Египте. Сам Наполеон проскользнул через британскую блокаду в октябре 1799 года, вернувшись в Париж, где сверг правительства, провозгласил себя правителем. Наполеон завоевал большую часть Италии во имя французской революции в 1797-99 годах. Он основал ряд новых республик, дополненных новыми кодексами законов и отменой старых феодальных привилегий. Цезальпинская республика Наполеона, Конституция республики, была выработана на Конгрессе в Реджио в декабре 1796 года под сильным давлением Бонапарта. Столицей был Милан, Генуя стала республикой, была образована Римская республика, а также небольшая Лигурийская республика,
Неаполитанская республика просуществовала всего 5 месяцев. Позже Бонапарт образовал королевство Италия, королем которого стал его брат. Кроме того, Франция превратила Нидерланды в Батавскую республику, а Швейцарию в Гельветическую республику. Все эти новые страны были сателлитами Франции и должны были выплачивать большие субсидии Парижу, а также оказывать военную поддержку воинам Наполеона. Их политические и административные системы были модернизированы, были снижены торговые барьеры, еврейские гетто были упразднены, Бельгия и Пьемонт стали неотъемлемой частью Франции. Как подчеркивает Артс, итальянцы получили от французской революции следующее. В течение почти 2 десятилетий итальянцы обладали превосходными сводами законов, справедливой системой налогообложения, лучшей экономической ситуацией и большей религиозной и интеллектуальной терпимостью, чем они знали на протяжении веков. Повсюду были разрушены старые экономические и интеллектуальные барьеры. Аналогичным образом в Швейцарии долгосрочные последствия французской революции были оценены очень хорошо. Что касаемо самой Франции, во Франции был введен принцип юридического равенства. Некогда могущественная и богатая католическая церковь была низведена до уровня простого бюро, контролируемого правительством. Власть в Париже стала централизованной, с ее сильной бюрократией и армией, укомплектованной за счет призыва всех молодых мужчин. Цинский режим в Пекине использовал военную силу, дипломатию и опору на местных лидеров, чтобы иметь больше владений в западных регионах. В середине-конце XVIII века Китай провел 10 великих кампаний. 3 были запущены для расширения зоны контроля Цин в Центральной Азии, 2 против джунгаров и 1 для умиротворения Синьцзяна. Остальные 7 кампаний включали 2 войны для подавления повстанцев в Сычуане, еще 1 для подавления повстанцев на Тайване, и 4 экспедиции за границу против бирманцев и вьетнамцев и 2 против гурхов в Непале. Наиболее важным и успешным было окончательное уничтожение джунгаров в 1755 году. Эти 2 кампании обеспечили безопасность северных и западных границ Синьцзяна. Это также привело к умиротворению исламизированной тюркоязычной южной половины Синьцзяна сразу же после этого. 10 великих кампаний продемонстрировали жизнеспособность Китая на его западных окраинах, а также Монголии, Тибете и Туркестане. Главная угроза заключалась в том, что Россия возьмет контроль, но вместо этого они были союзниками и держались в стороне. Договоры с Россией, Нерчинский договор 1689 года и договор 1727 года продемонстрировали, что дипломатия может эффективно устанавливать стабильные границы. Договор допускали русскую православную религиозную миссию в Пекине и небольшую русскую торговлю. Цинхай и Восточный Тибет Китай после 1724 года разделил этнические группы и опирался на местных лидеров в качестве противовеса тибетскому религиозному лидеру Далай-ламе и монголам. В Туркестане они столкнулись с растущим и расширяющимся мусульманским населением. Китайцы действительно собирали налоги с торговли и старались поддерживать порядок. Экспансия на запад была последней крупной экспансией Китая. Империя Великих Моголов была основана Бабуром. Он использовал современное оружие, артиллерию и особенно кавалерию. Он захватил Дели в 1526 году. Он продолжал свои завоевания на большей части северо-центральной Индии. Его энергичность и харизматичная личность повлияли на то, что в дальнейшем Акбар, который правил уже в 1556 и в 1605 годах, стал харизматичным и блестящим лидером, который организовал весьма успешную армию и создал хорошую финансовую систему. Империя Великих Моголов поддерживала дипломатические отношения со многими местными и международными державами, включая узбеков, сефевидов, Османскую империю, французскую Остинскую компанию и особенно английскую Остинскую компанию. Она терпела европейцев, потому что они вели торговлю и потому что они обладали гораздо большей военно-морской мощью. Империя имела серьезные недостатки, экстравагантные расходы истощали казну и вынуждали принимать крайне непопулярные решения по повышению налогов. Правящий режим не ценил сплоченность или верность, вместо этого братоубийство было стандартом в политике, сын против отца, брат против брата, в уродливые слухи о предательстве было легко поверить, заговоры множились, лояльность колебалась, а компетентность становилась менее важной. К 1700 году европейцы начали контролировать региональные торговые пути, начали принимать сторону во внутриполитической фракционности. Даже в период своего расцвета при Акбаре
империя Великих Моголов не была централизованным государством, а представляла собой слабо сплоченную совокупность разнородных княжеств. Акбар был высокоэффективным военачальником. Вместо того, чтобы выплачивать жалования своей армии, он давал победившим командирам право собирать налоги на местном уровне. Поэтому они становились влиятельными на местном уровне и не зависели от центральной власти. Аурангзеб правил в 1658-1707 годах, был глубоко аскетичен и прекратил тратить деньги на великолепные дворцы и святыни. Он пытался обуздать многочисленные формы коррупции и стал особенно непопулярен, когда попытался запретить азартные игры, пьянство и проституцию. Он положил конец политике религиозной терпимости и был воспринят индусами как враждебный. Им больше не разрешалось строить храмы, и налог джизья был вновь введен для немусульман. Насильственное обращение в ислам было возобновлено, и немусульмане были изгнаны с высоких постов. Индусы начали бунтовать. Самое главное, он провел десятилетия в тщетной военной кампании. Это обходилось очень дорого. Местные землевладельцы, вожди племен, ростовщики и торговцы становились все более независимыми от центрального правительства и переходили на сторону Остинской компании, которая выплачивала им денежные субсидии. Все это значительно ослабляло армию и усиливало оппозицию. Несчастный император Великих Моголов стал бессильной фигурой, его империя была упразднена в 1857 году. Британская Остинская компания, до 1707 года английская Остинская компания, акционерное общество, созданное 31 декабря 1600 года указом Елизаветы I и получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии. Остинская компания экспортировала британские товары в Индию и импортировала индийские продукты, такие как чай, специи, текстиль и так далее. Компания расширялась, чтобы контролировать большую часть индийского субконтинента к 1850 годам. В основном она использовала дипломатию, финансовые стимулы, время от времени применяя военную силу. К 1803 году, в разгар своего правления в Индии, она имела частную армию численностью около 260 тысяч человек. В конце концов, компания стала править обширными районами Индии с помощью своих частных армий, осуществляя военную мощь и принимая на себя административные функции. Офицеры были англичанами, солдаты сипаи – индейцами. Часть сипаев восстала в 1857 году. Рекомендую обратить внимание на видео на канале про восстание сипаев, я оставлю ссылку. Англичане одержали верх. Восстание положило конец власти британской Остинской компании и привело к ее замене прямым правлением английской короны британский Радж. Думаю, на этом все. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго.